Здравствуйте! Сегодня на кухне у Евы мы приготовим очень вкусный плов в мультиварке. Но прежде чем мы приступим к приготовлению, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать его развитие. Итак, для приготовления нам понадобится граммов 700 баранины. Можно использовать не баранину, можно использовать свинину, говядину, телятину, курицу, любое любимое мясо. Но в оригинальном рецепте все-таки используются баранины. И мне плов из баранины нравится больше всего. Такое же количество моркови, то есть 700 граммов, такое же количество риса, 700 граммов, и в половину меньше лука. То есть получается 350 граммов. По крайней мере, именно такие количества указаны в оригинальной рецептуре. Но я кладу чуть-чуть меньше лука. У меня здесь 280-300 граммов. Кроме этого, нам понадобится растительное масло, соль, зира и смесь перцев. При желании еще можно добавить барбарис. У меня его нет, поэтому я его не кладу. В принципе, можно также обойтись пакетированными специями для плова или смесями специй для плова, которые продают на рынке. Ну что ж, приступим. Первым делом подготовим все продукты. Начнем с мяса. Нарезаем его порционными кусочками. Вот такие, не сильно крупные, не сильно маленькие. Кусочки на плов мы режем чуть мельче, чем на шашлык. Перерезаем все мясо. У меня кусочки баранины жирные, поэтому жир с баранины я срезаю по максимуму и буду его использовать для жарения. Конечно, для плова лучше всего использовать курдючное сало, но и сальные обрезки с кусочков мяса тоже подойдут. Я их вот такими кусочками нарезаю. Жира у меня бараньего вышло немного, буквально граммов 150, поэтому нам понадобится растительное масло. Если бы у меня было 300 граммов курдючного жира и 700 граммов мяса, то растительное масло для приготовления зирвака нам было бы не нужно. Лук нарезаем четверть кольцами или полукольцами, в зависимости от величины лука. Вот такие кусочки лука получаются при нарезке. Морковку нарезаем тонкими брусочками, где-то по полсантиметра толщиной и длиной по 2-3 сантиметра. Вот такие брусочки морковки получаются. Перерезаем так всю морковь. Конечно, можно морковь натереть на крупной терке, но тогда при готовке кусочки моркови разварится, а в плове морковь должна чувствоваться. Первым делом выбираем программу с самой максимальной температурой. В моем случае это фритюр. Это 20 минут на 140 градусах. Я ее выбираю, эту программу, и нажимаю старт. В чашу мультиварки наливаем на дно растительное масло. Теперь ждем того, чтобы масло начало дымиться. Масло хорошо разогрелось. И теперь я выкидываю сюда бараний жир, чтобы он растопился, чтобы получились шкварочки. На данном этапе я пока не буду накрывать крышкой. Пусть лишняя влага, которая есть, испарится. Я оставляю вот в таком виде. Периодически буду подходить и помешивать. Сало потихоньку топится. Шкварочки зажариваются, золотятся. Вытапливаем полностью весь жир. Выжарившиеся шкварки я аккуратненько достаю. Кусочки были нарезаны неравномерно. Плюс это жир с разных частей, а не курдючный. Поэтому шкварки неравномерно прожариваются. И по степени готовности я их достаю. Шкварки готовы, жир весь вытопился. Можно, конечно, еще минут 10 потопить. Но у меня уже прошла программа, и я их вытаскиваю. Жира вытопилось достаточно, нам хватит для приготовления плова. Если у вас нет бараньего жира, то можно просто налить стакан растительного масла. Плов нужно готовить в большом количестве жира. Итак, теперь мы снова выставляем максимальную программу где-то на 40 минут. Ну, у меня эта программа фритюр, она занимает 20 минут, поэтому я ее повторю дважды. В разогретое масло выкладываю мясо. Сразу присаливаю и перемешиваю. Добавленная в начале готовки соль позволяет
мясу сохранить свою мягкость. Обжариваю, периодически помешивая. Мясо будем обжаривать до полуготовности, ровно до тех пор, пока перестанет выделяться кровь. Мясо практически готово, еще буквально 5-7 минуточек и можно будет забрасывать лук. Все, мясо перестало выделять кровь, оно уже практически, ну оно не практически, а до полуготовности только дошло. Пора всыпать лук. Не меняя температуры, всыпаю нарезанный лук, перемешиваю и обжариваю лук до золотистого цвета. От степени зажаренности лука будет зависеть цвет нашего плова. Но для черноты все же доводить не стоит. Плов, конечно, получится темный в этом случае, но на вкусе же тоже отразится. Поэтому обжариваем просто до золотистого цвета. Аромат баранины уже смешался с ароматом лука. Не передать, какой же это букет. Лук начинает менять свой цвет, но еще рано добавлять морковь. Нужно еще немножечко его подзолотить. Лук уже подзолотился. Не знаю, видно это на кадре или нет. Но он уже стал вот золотистый такой. Высыпаю морковь. Температуру не уменьшаю. Вообще, чем больше моркови, тем плов вкуснее. Сейчас можно накрыть крышкой, чтобы морковь быстрее приготовилась. Ее задача стать мягкой. Периодически я буду открывать и помешивать морковь. Но пока она размягчается, займемся рисом. Рис высыпаем в миску, заливаем его холодной водой. И тщательно его промываем. Тщательно его перетираем и потом сливаем вот эту вот побелевшую водичку. Снова заливаем водой и повторяем промывание. Такую операцию нужно повторить от 3 до 5 раз, пока вода не станет абсолютно прозрачной. Именно в этом кроется секрет рассыпчатого риса в плове. Если рис не промывать, то он будет клейкий. Ну и получится рисовая каша, а никак не плов. После того, как рис будет хорошенечко вымыт, отправляем его на дуршлаг стечь. Конечно, для плова лучше всего брать круглый рис, но, к сожалению, в нашей деревне какой попался, такой достался. Поэтому готовим из того, что есть. Морковка уже слегка обжарилась, стала мягкой, но еще не до конца. Надо ей дать еще немножечко поджариться. Напоминаю, что все эти операции мы проводим только при максимальной температуре готовки. Если бы я это готовила на плите, то у меня был бы самый максимальный огонь. Кстати, рецепт плова в мультиварке абсолютно ничем не отличается от моего рецепта плова, который я готовлю в казане. Что тот, что другой узбекский плов получается просто отменным. Накрываю крышкой и даю еще немножечко потушиться морковки. Морковка стала мягкой, но не до конца. Можно так сказать, что это практически аль денте. Чуть-чуть мягче. Теперь добавляем соль. Нужно порядка 1 столовой ложки с небольшой горочкой. Ну, у меня это 2 раза по половинке. Тщательно перемешиваю соль и заливаю водой. Воды доливаю немного, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто, может быть, даже чуть-чуть торчало. И морковка тоже. Дожидаюсь бурного закипания. Уже начинает кипеть, но это еще не то кипение. Дожидаюсь, чтобы бурно-бурно кипело. Вот наш зирвак закипел. Можно добавить зиру. Вот я беру вот такую большую щепотку, здесь где-то чайная ложка, и перетираю. Все, я добавила, это первая часть зиры. Перемешиваю. Закрываю крышку и меняю программу на мультиварке. Выбираю режим томления. Это 5 часов и 93 градуса. Ну, нам столько времени не понадобится. Нам 5 часов томить не понадобится. Всего лишь 20 минут. Я эти 20 минут засеку у себя на часах. Главное, чтобы температура была не больше 100 градусов. То есть небольшой огонь, если это брать по аналогии с газовой плитой. Самый минимальный огонек. Прошло 10 минут, и я добавляю шкварки. Этот процесс не обязательный, но мне очень нравится вкус шкварок. Прошло 20 минут, зирвак готов. Надо попробовать на соль. Я вот так вот беру в кипящей булечке и чуть-чуть юшечки и пробую.
Зирвак должен быть чуть-чуть солонее, чем вы бы хотели, чтобы был плов. Буквально чуть-чуточку. В моем случае нужно немножко добавить соли. Я добавлю щепоточку. Теперь я опять добавляю зиру. Где-то еще пол чайной ложечки. Добавляю смесь перцев. Это не обязательно, но моим близким очень нравится вкус, когда добавлен перец. Тоже где-то с пол чайной ложечки. Если вы любите, то сейчас можно добавить и барбарис. Дальше аккуратно выгружаем рис. Рис успел стечь. Он практически сухой. Я вот так вот высыпаю его. Разравниваю и начинаю его промачивать маслом. Масло проступает. Немножко перемешиваю рис. Перевожу температуру на мультиварке на плов. Это час при температуре 120 градусов. Прошло 5 минут, как у меня выставлена температура плова. Я переворачиваю рис. Разравниваю его и заливаю водой. Воды наливаю буквально на сантиметр больше, чем риса. Воду каждый раз я заливаю холодную. Это тоже еще один из секретов, как приготовить вкусный плов. Накрываю крышкой и оставляю в таком виде готовиться 20 минут. Прошло 10 минут, я подошла посмотреть, вот жидкость еще есть. Сейчас я сделаю небольшие такие отверстия. Нет, еще, чтобы воздух быстрее выходил, чтобы пар скорее выходил. Немножко пошевелю. Да, посмотрела я, что рис еще чуть-чуть не готов. Надо еще чуть-чуть воды добавить. Буквально капочку. Вот та влага, что на дне, плюс вот этот стаканчик воды, как раз будет для того, чтобы рис был полностью готов. Накрываю крышкой и оставляю еще на 10 минут. Рис практически готов. Формирую ком. Получается, что первоначально рис варился у меня 20 минут, но воды на сантиметр больше, чем риса, не хватило. Надо было добавить еще буквально там стаканчик. Так, ком я сформировала. Сейчас снова выставлю программу томления и засеку время 20 минут. Через 20 минут плов должен быть готов. Прошло еще 20 минут. Вся лишняя жидкость выпарилась. Теперь можно перемешать. Тщательно вымешиваем рис вместе с зирваком. Плов уже готов. И все составляющие нужно соединить. Плов готов. Выглядит он прекрасно. На вкус тоже замечательный. Так что пора подавать на стол. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, напишите комментарии. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные, вкусные, полезные рецепты. Приятного аппетита всем! Пока-пока!